Привет, друзья! В этом видео мы поговорим с вами о бумаге для Зентангла. Коротко для тех, кто еще не знает, что такое Зентангл, это медитативное творчество, где посредством простых повторяющихся узоров рождаются абстрактные рисунки. Эта техника проста в освоении, и даже если вы считаете, что не умеете рисовать, она вам с легкостью поддастся. Достаточно уметь держать в руках ручку и карандаш. Все остальное делится на простые шаги, которые помогают в достижении вашей цели. Итак, для Зентангла мы используем вот такие небольшие плиточки из плотной бумаги. Это оригинальные плиточки с логотипом и фирменным знаком Зентангл. Как видите, они бывают разных форматов и цветов. Оригинальные плиточки производятся из бумаги Фабриано Тиеполо. Она имеет бархатистую поверхность, немного шероховатую и очень приятную на ощупь. Также оригинальные плиточки имеют неровный срез и закругленные уголки, которые придают им особый шарм. Эта отличительная черта имеет свою предысторию, о которой я расскажу чуть позже. Рисовать на оригинальных плиточках ни с чем не сравнимое удовольствие. Кто хоть раз пробовал, тот с уверенностью это подтвердит, и я в числе их фанаток. Однако, если у вас нет под рукой таких плиточек, это вовсе не ограничивает вас в действиях. Можно взять любую бумагу, которая вам понравится по своим свойствам. Знаете, тут все чисто индивидуально. Главное, чтобы бумага была достаточно плотной, более 200 грамм на квадратный метр. Также можно самостоятельно нарезать себе плиточки из бумаги Фабриано, той самой, из которой производят оригинальный продукт. Марка бумажной продукции Фабриано – одна из старейших в Европе. Первые сведения о производстве бумаги в районе итальянского городка Фабриано относятся еще к 1264 году. С самого начала мастера старались добиться в своем деле совершенства и привнести в него нечто новое. Так, именно у этой фирмы впервые появились водяные знаки производителя. Бумага для форта Тиеполо изготавливается без кислот и хлорных отбеливателей из 100% натуральных отборных хлопковых волокон. Единственный минус, наверное, в том, что она доступна в одном цвете, в белом. Но замечу, что это не проблема для творческого человека, ведь бумагу можно тонировать акварелью, кофе, чаем и даже вином. Посмотрите поближе на некоторые мои рисунки на оригинальных плиточках и на самодельных. Мне нравится, как на этой бумаге получаются тени. Они на вид такие бархатистые и плавные, а если вы используете в своих работах цветные карандаши, то они ложатся очень хорошо и послушно. Аналогично с акварелью и акварельными карандашами. У Фабриано масса преимуществ, достоинств и широкие возможности. А теперь давайте потестируем, как разные виды линеров ведут себя по этой бумаге. Конечно же, идеальная пара – это бумага Тиеполо и линеры Sakura Pigmamicron. Так было решено создателями Зентангла методом проб и выбора из большого множества инструментов и материалов. Также я попробовала линеры других производителей, черные и цветные. Все отлично справляются со своей задачей.
Попробуем в деле карандаши. Простой оригинальный карандаш Zentangle используется в рисунках для наложения теней. Я уже говорила ранее, что он ложится мягко и создает плавные переходы от светлого к темному, то есть отлично растушевывается. Следующие коричневый и синий из набора цветных карандашей. Они ведут себя отлично, и при желании с ними можно сделать плавный градиент. И завершает этот тест красный акварельный карандаш. Я, к примеру, часто использую акварельные карандаши в своих рисунках. С их помощью можно создать интересные эффекты. И это еще далеко не все. Идем дальше. Я беру акварельные маркеры Ecoline и Koi и спиртовые маркеры Sketch Marker. Как видите, все они хорошо ложатся на бумагу, не плывут и в полной мере проявляют свою яркость. Единственное, что спиртовые маркеры отпечатываются на обратной стороне бумаги, и это стоит учитывать при работе с ними. Ну и теперь самое интересное и мое любимое. Поэкспериментируем с акварелью. Так как бумага Фабриано из 100% хлопка, то при работе с мокрыми техниками она должна вести себя прекрасно. То есть не коробиться, не идти волной, впитывать достаточно воды и пигмента красок. Проверим. Тут я использую акварель «Белые ночи» от Невской палитры из кюветок. Мои любимые оттенки это бирюза, индиго, немного кадмия лимонного и желтого. В результате нехитрых действий получаются вот такие красивые разводы. Я люблю рисовать на тонированных плиточках, поэтому для меня важен этот пункт при выборе хорошей достойной бумаги. А эту крошечную бижу плиточку я прям полностью окуну в стакан с водой. Не переживайте с ней, все будет в порядке. Вода хорошо впитывается в бумагу. Можете даже заметить на видео, снизу плиточки осталась капля воды, которая очень быстро в нее впиталась. Это техника тонирования бумаги по мокрому. Посмотрите, какие красивые акварельные разводы мы имеем в итоге наших действий.
Итак, покажу поближе тонированные плиточки после высыхания. Вблизи текстура бумаги просто волшебная, и такие плиточки сами по себе уже очень хороши. Представьте, какое удовольствие их потом расписывать танглами. Кстати, как бумага немного подсохнет, желательно убрать ее под пресс. Я, к примеру, кладу между тяжелыми книгами. Тогда плиточки останутся ровными после влажных экспериментов, и на них можно будет дать волю вашей фантазии. Ну и теперь в качестве приятного завершения нашего разговора о бумаге я распишу бижу плиточку любимыми танглами и очень простым приемом. Хотите узнать, почему такое интересное название у плиточек крохотного формата 2 на 2 дюйма? Согласно легенде, бижу – это улитка, которая забралась в чемодан Марии и Рика, основателей Зентангла, во время их путешествия во Францию. А в переводе с французского бижу означает прелесть или драгоценность. С тех пор улитка сопровождает Зентангл всюду и является его милым крохотным символом. Вот такая забавная история. А еще я обещала рассказать вам о том, почему у оригинальных плиточек Зентангл скругленные уголки и неровный срез. В самом начале, на периоде зарождения Зентангла, плиточки были просто квадратные с ровными краями. Однажды Рик, один из основателей, забыл в кармане джинс плиточку и отправил их в стиральную машину. После стирки обнаружилась потрепанная находка. Плиточка выглядела так самобытно и интересно, что заставила основателей обратить на это свое внимание. С тех пор все плиточки выходят с закругленными уголками и неровно обрезанным краем. Теперь это их фирменная отличительная черта, которая решилась волей случая. Вернемся к нашему рисунку. Как видите, я не стала мудрить с приемами, а взяла 2 самых простых тангла и поиграла с ними на этой бижу. Для разнообразия я использовала черный и коричневые линеры, немного теней простым и коричневым карандашом. Как по мне, это отличный результат. Всего каких-то 15 минут творчества, и в этом есть вся прелесть формата бижу. Спасибо, что уделили время и досмотрели до конца этот обзор. Надеюсь, вам было интересно узнать о тонкостях и возможностях бумаги Фабриано Тиепполо. Позволяйте себе пользоваться хорошими и качественными материалами и инструментами. Вы заметите, как изменится ваш уровень мастерства, и ваши рисунки станут приносить еще больше удовольствия от их созерцания и, конечно же, от самого процесса. Ведь ваше творчество, как и вы, этого достойны. До новых встреч!